Берегти снова здравствуйте, дорогие товарищи. Мы сегодня работаем несколько в экстремальных условиях. У нас интервью с Евгением Жаркевичем на выставке Да, Берестейская. всем здрасте. Женя, давай сразу, коротко о главном. Как добрался? На чем? Сколько стоит? Все, давай. Всю подноготную Да, с чеками, как положено это. Добирался с Минска на автобусе до Варшавы, а с Варшавы уже непосредственно самолетом в Будапешт. Ну, а дальше уже общественным транспортом непосредственно в сам город, потому что аэропорт находится за пределами города. По дороге, по деньгам, скажем, для меня соизмеримо. Наверное, может, в цифры сильно не будем углубляться. То есть, ладно, больше 500 евро, меньше? Чуть-чуть меньше, скажем так. Так, То есть, ну, это если прикинуть по всем расходам. То есть, если целенаправленный контакт, то, в принципе, 500 евро за такое событие отдать можно. Ну, для новых впечатлений, нового опыта, посмотреть на другое мероприятие с другим уровнем, как проводится в Европе, посмотреть, как у нас оценить. То есть, ну, в принципе, интересно довольно. Выставка проходила в Венгрии. Ты знаешь венгерский? Нет. Английский? Нет. Как? Как общался? С помощью переводчика и на жестах. То есть Google переводчик сделал в Варшаве симку, чтобы постоянно на связи с интернетом быть. И таким образом такое общение, то есть где надо уже непосредственно переводчиком переводил слова, показывал какие-то фразы, что-то это, а в остальном, ну, уже как-то пытался, скажем так. Ну, в целом можно это. Как оказалось, отель, за который я забронировал, кстати, на ресепшене оказалось все русскоговорящие. Вот так вот. Да, то есть неожиданный бонус оказался это. Хорошо, сама выставка, она проходила где? В торговом центре, насколько я помню, да? Торговый центр на окраине Будапешта, ну, скажем так, от центра автобусом, с учетом, что утром пробок не было, то где-то порядка минут 25 езды вышло. Как бы. Так довольно быстро, на самом деле довольно близко, я бы даже сказал. Быстро он по прямой там идет, это, но на самом деле расстояние большое, которое он преодолевает за это время, то есть оно самое-самое окраинное, то есть как бы далековато, скажем, от центра. Сама выставка. Сколько было павильонов? Один большой павильон, скажем так, находился в цокольном этаже. Ясно. По поводу экспозиции, что можешь сказать? Я смотрел, там экспозиция была самая разнообразная, работы были уровня выше среднего. Да, то так и откровенно есть. Средний, хороший, не было. добротный средний, либо выше среднего. То есть что-то такого прям а-ля проходного не было. То есть, да, детских работ тоже немного было, но в остальном, скажем так, разнообразие, то есть чему глазу зацепиться, то есть, скажем так. Большой интерес гражданский, то есть гражданским номинациям, техники в гражданской, то есть большой интерес у публики к данных направлениях. Еще осматривая материал, обратил внимание, что там акцент больше сделан на западной технике, что, в общем-то, вполне естественно. Вот у нас больше 34-ки, КВшки, да, на Бояе тоже все это было, но представлено в гораздо более скромных объемах, нежели у нас. Ну, все равно советская техника представлена, тоже бронетехники, и КВшка была, и танки Т там различных модификаций были. Ну, больше современки было представлено. Да, современка это, ну, в мелких масштабах, скажем так, больше уже именно иностранная техника, я бы сказал, представлена. Ну и у мастеров там либо вне конкурса работы, которые выставлены там в том же 35-м масштабе, там уже как бы, естественно, более западная техника фигурирует. Как бы. Мне, как любителю фантастики, было там приятно видеть тот же самый дереликтовый корабль, Сулака, песчаного червя из Дюны. Да, это было здорово очень. Орнитоптер Харконненов, что там еще было. Ну, тайфайтеры, естественно, X-винги и да, прочее. Наиболее мне как раз таки червь запал в душу, то есть непосредственно, то есть очень было здорово. То есть работа такая запоминающая и вживую смотрится очень здорово. Миниатюры. Миниатюры, да. Много. Ну, скажем так, относительно текущей Берестейской, да, мы еще скромненькие на самом деле, да, очень скромненькие. Там гораздо больше, и работы на самом деле крутые, которые были представлены как отдельно, так и вместе с бронетехникой. Те же самые орки. Да, вообще прям было много вещь. различных, как бы фигуры есть, и немножко бюстов было.
Диорамы были различные, то есть интересные в исполнении. Ну, на самом деле уровень достаточно хороший, то есть интересно наблюдать, то есть сама атмосфера, как проходит, как организация выставлена, то есть насколько это быстро, потому что выставка проходит непосредственно одним днем, то есть утром разложились, поставились, оценили, осудили, выдали награды, и все очень здорово на самом деле. То есть быстро, оперативно, без каких-то нюансов, проблем, чего-то ординарного такого, что непредвиденного. То есть как бы у организаторов, ну, видно, что опыт, 20-я выставка, то есть... Ну, я думаю, да. То есть 20 лет хороший уровень, то есть действительно к которому можно стремиться, то есть и стараться проводить также все здорово, быстро и оперативно. Давай теперь ближе к теме, как говорится. Что привез, какие награды? Кстати говоря, вот эта вот стилизованная награда, я думаю, Женя про нее больше расскажет, что это такое. Это трак от Зрение САУ венгерской. Это вот копия именно живого настоящего трака, который вот сделали уменьшенную модель, и вот на таких статуэтках непосредственно вот диплома. Диплом с красной печатью. Да, у них это красная, и у нас прилагался непосредственно подобная статуэтка. И ну, приятно получить, скажем так, приятно вещи, которые можно смотреть и радоваться. То есть интересно, приятно. Какие экспонаты были? Экспонаты я вез. Да, представь, пожалуйста, всех. Вез 3 трактора. Ну, что ж я могу еще повезти, как не трактор, конечно. Так, то есть, это Holt 75. Да, это мы берем. Это был Holt 75 от Родена в 35 масштабе. Выставлялся в категории бронетехники 48 минус. Там занял бронзовый диплом. То есть, скажем так, у судей было 7 работ на финальном, он был в их числе, получил бронзу. То есть надо отметить, что в отличие от наших выставок, там работа идет оценка в баллах, поэтому там в любой категории может быть несколько авторов в награждении. То есть бронзовые, серебряные и золотые. То есть либо в номинациях, там, если какой-то порог, видно по баллам, модель не проходит, то, соответственно, там может только, допустим, одни только серебряного диплома быть. То есть такие были. То есть, ну вот, в данной номинации было 3 бронзовых, вот Holt один из них. Скажем так, этот я выставлял в категории автомобилей глянцевых, но я оформлялся через сайт. Так, это Ланс, да? Да, это Ланс Бульдог в 24 масштабе от мини-арта. Я его сделал в стиле автоглянца, то есть, как обычно делают автомобили в 24 масштабе, то есть, как будто они без следов эксплуатации. То есть, решил сделать для себя такой эксперимент, заодно попробовать что-то нетипичное, там, скажем, эксплуатируемую технику, ну и заодно чем-то удивить зрителя, то есть в целом как бы это. Вот он выставлялся в автомобилях, но, скажем так, из-за путаницы оформления у сайтов у него получилось, из-за ошибки у них аббревиатура была как у категории миниатюр. К сожалению, судьи на свой взгляд его отнесли в другую гражданскую категорию, где техника, там уже какая-то техника, там что-то было, тракторы тоже там были, то есть его уже туда отнесли, глянцевые. Он там тоже бронзовый занял. А D7 Caterpillar... Да, самый любопытный экспонат, трактор Caterpillar. Да, он тоже был в гражданской, называлась она «Иная гражданская техника», то есть я ее туда отнес, ну, как бы переводить венгерский тяжело было это. Я посчитал, что, наверное, иная там более подходит трактору это. Я его туда отнес. Вот в этой категории он занял там золотой диплом. Да, просто феерически натурально сделана гусеница. Гусеницы, точнее говоря. Прямо как живые смотрятся. То есть, ну, да, действительно заслуженное место на международном конкурсе. Ну, в целом, поздравляем еще раз, как говорится. Спасибо большое. Как бы для меня это сама возможность, то, что я, привезя переработки, взял каждый из них какой-то диплом, это большая неожиданность оказалась, потому что единственное, я в душе так, скажем так, дальним
умом держался, может быть, что-то получится только вот с D7 что-то завоевать, но, скажем, вот с этими работаем полная неожиданность для меня, и тем более приятно, тем более, что никто не знает, кто ты, что ты, и чего ты, и откуда ты, то тем более это вдвойне приятно, когда твою работу оценивают. То есть, В общем, подытожим. Женя Жаркевич на Баяе выбил страйк. ну, можно сказать, да. 3 работы отвез, 3 работы получили свои непосредственно оценки. То есть это приятно. Так, переходим теперь ко второй части. Ты принес коробочку. Что в ней? Коробочка. Коробочка, да. Коробочка — это следующие планы, скажем так. И что это у нас? Armored Bulldozer. Американский. Американский бульдозер периода Второй мировой, бронированный, скажем так, Спецсредство для расчистки да, то есть подступов. каких-то подступов. То есть сейчас это у нас популярна D9R от Менга, популярная модель. То есть, в принципе, все ее знают, тоже большой А трактор. это у нас Mirror Models. Это Mirror Models, да, вот ее проблематично ее вообще-то Это LMD, да, по-моему? у нас достать. Ну, честно говоря, я сильно не копался, каким это. Ну, в любом случае, это полистирольный пластик, с которым можно работать, с которым я люблю работать, в отличие от всяких 3D-печатателей смолы, с которым пока я не очень хочу связываться. Ну, отвал тут непосредственно смоляной, как бы. То есть это мелочи на самом деле, ну, а Который остальное нужно пластик. будет повыпиливать. На Так самом... что пожелаем Евгению успехов в этом мероприятии. Да, то есть на самом деле, как я смотрел, вот, с D7 мини-арта очень похож на самом деле. То есть есть какие-то похожести, есть какие-то, видно, свои какие-то ходы непосредственно. Ну, в любом случае будет интересно пощупать другого производителя, посмотреть, из чего это, какие мысли у него при проектировании были, как он это делает, сравнить с тем же мини-артом по той же подгонке всяких деталей. Это, ну, С Роденом. Роден это, конечно, Кто большая моя любовь. жирнее, Роден, Мини-арт или Этот, Mirror Models? этот Роден я, наверное, никогда не забуду. Есть такая книжка белорусская «Николи не забудем». Кто читал, тот помнит. Очень жестокая книжка, на самом деле, про войну. Да, поэтому это вот следующие планы. Скажем, сейчас я вот дома заканчиваю РСО от Дракона. И уже вот это непосредственно то, что, скажем так, более по максимальному, если там просто из коробочная сборка, то здесь уже буду пытаться что-то уже максимально как-то вложиться в него. Может быть, он выходит, если броню снять, там есть интерьер, возможно, подумаем, чтобы это не цельно было, а с каким-то возможностью снять, показать. То есть, ну, в процессе посмотрим. Ну, внешне, скажем так, в сравнении с мини-артом выглядит очень неплохо. Ну, уже посмотрим, как в сборке будет. То есть, я думаю, наверное, уже, ну, хуже Родена вряд ли что-то может быть. Ясно, хорошо. Душу он мне запал, Еще раз пожелаем Евгению успеха. Ждем его новый бульдозер военного времени уже в готовом состоянии. Вот. А мы с вами, коллеги, еще увидимся, поэтому, как говорится, не прощаемся. И мы выезжаем с выставки «Бересейская бухта» домой. Всем пока. Всем пока. Так, всем привет. Второй день идет, как я нахожусь в Будапеште, и непосредственно выставка проходит одним днем. Вот она сегодня в самом разгаре. С другой стороны, противоположно идет торговля всякими дополнениями, моделями, красками, химией, то есть всем различным. Непосредственно сама выставка. С 9 до 11 была расстановка. Я расставился. Уже сейчас, на самом деле, уже где-то ближе к 3 дня. Снимаю сейчас ролик, попробую одним проходом заснять все, как раз потому что до этого пробовал, не очень удачно получилось. Очень было в начале очень много людей, тяжело снимать было. А сейчас попробуем именно пройти. Во-первых, и потише будет, и меньше толкучки. Уже какие-то категории уже отсужены, то есть гражданские уже полностью все отсудили. БТТ судят.
скажем так, сейчас, к моему удивлению, мой холд находится непосредственно на столе у судей. Очень приятно. Там, по-моему, работ 7. Где-то у них, как я понимаю, на финальную оценку, скажем так, даже если мы ничего не займем, все равно очень приятно, что работа оценена. То есть труд, вложенный в роденовские дрова, можно сказать, даром не прошел. Что еще сказать? Впечатлений масса, очень много положительных, скажем так, много хороших, достойных работ в категории мастеров, да и в других категориях. В целом очень положительно все. Под большим впечатлением, рад, что все-таки выбрался, добрался и доехал. Вчера познакомился непосредственно с Константином Пономаревым, отлично посидели вечером, пообщались за ужином. Очень приятно, что общение из онлайна перешло в какое-то реальное знакомство. Очень было приятно. Ну, давайте уже тогда начнем и пойдем непосредственно уже на саму выставку. Сейчас мы пройдемся. Скажем так, здесь столы, я так не понял, наверное, от какого-то клуба выставлены. Видимо, то есть вот какая-то эмблема, какой-то клуб, наверное, представляет свои работы непосредственно различные. То есть различные тематики здесь они собраны, безоценочные идут. Танки. Тут на столах гундамовских роботов собирают. Ну, давайте начнем отсюда, с этого края, и пойдем туда. Это непосредственно с чужих кораблей. Есть уже экранизация Ридли Скотта, самолеты, БТР полицейский. Заброшенная 55-ка. Там такая интересная черепашка камуфляжная. Техника, самолеты, авиация. Рамка интересная. Такая вот. Диорамка в виде таких трущоб играет в футбол. Сам люблю футбол. Грузовики. К сожалению, всех категорий не знаю, как они распределялись. Но, по-моему, если, как я понял, по регистрации, здесь, наверное, детские работы, детские, юношеские, скорее всего. Авиация в 72-м. Вчера вот за вечером сидели, разговаривали и с Константином вспоминали Б6, пластикар. И вот, пожалуйста, Б6. Какая-то трумпетерская модель. Но просто как интересно. Вчера просто вспоминали модель, а она, пожалуйста, на выставке оказалась. Очень необычно так это. Постараюсь, конечно, максимально все отснять, но тут уже первый подобный опыт, не судите строго. Авиация в крупных масштабах, тут какой-то 32-й Харикейн. Судьи смотрят работы еще. Вот Аррада поплавковый, который присутствовал, насколько я понимаю, на таких же кораблях использовался. Интересная подставка там 262-го. Як 9. Китайский прицел.
представитель в Минске, насколько я понимаю, в бумаге был подобный образец на недавней выставке. В 48-м современная авиация. Что F-15, Peugeot 18, F-14. Это, если не ошибаюсь, интрудер. F4, конечно, куда же без него. Видимо, это турецкий ВВС. МиГ-21 БИС. 110. Spitfire. Нравится мне Spitfire. Можно сказать, наверное, моя самая первая собранная модель была в детстве, там, в году, наверное, 93-94, а от минской фабрики именно был Spitfire. Грузовой, я понимаю, тут уже широко фюзеляжный. Такой тоже интересный. Вертолеты. Вертолеты представлены немногочисленно. Да, если бы Женя и Юргеля были бы, то точно были бы просто изюминкой среди верхушек его работы. Вот это интересно меня работа впечатлила. Такая интересная за стеклом. Тайфун раскапотированный. Зимняя такая тиранка 109-м мессером, Spitfire обслуживание, бронетехника в 72-м. Ну, конечно же, тракторочек 87-й масштабик ФАМа. Малыш малышом. Вот бычок интересный. Не знаю, с какой-то вселенной. Минотавр. Космодес. Диорамка. Необычная диорама такая, это кладбище. Интересно исполнено, очень зрелищно. Вот эта диорамка интересная, то есть тут какие-то отстреливаются, какие-то существа нападают, тут какие-то то ли жабы, то ли гоблины. Ракурс потерял. Извиняюсь. Интересная работа. Шагоход по Звездным войнам. В немецких крестах. И бронетехника. Ну, бронетехника, как я говорил, уже на начало съемки судят. То есть вот поставки 48 плюс масштаб. То, что осталось непосредственно на это. И вот там судьи обсуждают непосредственно. Там в 16 масштабе виделись интересная работа. Такая с пехотинцами. Там еще, по-моему, танк Первой мировой. Именно ФАМа маленький. Вот уже начинают возвращать работу. Видимо, закончено обсуждение. Шерман там был. Там ТС-55 или 62 было. И еще что-то. Так, 72-й масштаб. Хетцер. Такая интересная. Более на увеличение снять, чтобы было видно. Потому что работы в 72-м, конечно, более мелкие.
Русской диорамы. Лав. Форсирует преграду водную. Техника. Двоечка. Интересно, с хлебушком спереди на корме. Такая вот пушка разбитая советская. Вот на тему Вьетнама, дирама, к сожалению, видно. Пострадал краешек пушки. Красиво. Кстати, камера не совсем красиво передает. Вживую она смотрится более интереснее. Категория артиллерии немногочисленно представлена. Д-30 пушка Второй мировой. Вот интересно на подставке какой. Вот еще одна тоже немецкая. Немецкое орудие представлено. Здесь фигуры. Пилот. Это Blue Angels. Это пилотажная группа американская, выступающая от военно-морских вооруженных сил. Вот непосредственно сама брошюрка с трактором. Тракторовочка сила. Фигуры. Вот интересная диорама. Сдающиеся немцы. Наверное, посвящена какой-то, не знаю, может, какой-то высадке в Нормандии или взятие каких-то высот. Вот такой вот дедушка. Бюсты пошли. Теперь перейдем сюда к этим столам. Здесь гражданское именно направление открывается. Здесь у нас категория мотоциклов. Отдельная категория. Выставленная Дальше идет категория автомобилей. У нас автобилянец. Родстер представлен. На фоне всех мой Ланс представлен. Необычно. Я когда выставлял рядом венгр какой-то, дяденька, мне говорил, указывал, что трактора не сюда, надо к соседней категории. Что было сказано, нет. Да, это уже начинается категория гоночных автомобилей. Вот эта работа меня впечатлила. Бугатти гоночный в 12 масштабе. Это у нас, что это у нас? Итальери. Дальше идет категория различных грузовиков. Вот тоже интересная работа. Бьюзинг в 24 масштабе. Такая заброшка с трактором в кузове.
Причем трактор, вот, кстати, не ясно. На фоне... Нет, кстати, трактор будет 24 масштаб. Очень крупный. То есть, если сравнивать, который мой 35 этот, то все в одном масштабе будет. Красавец. Не знаю, меня эта работа впечатлила. Уже такой более... Там вот ММЗшка потерялась, груженная. Вот тоже такая интересная работа. Очень крупная, это в 35 масштабе кран. Кальмар. Вот интересная такая. К-700. Еще одна ММЗшка. И Ланс. Ланс. 35 масштаб. 35-му, конечно, малыш. По сравнению с 24-м. Мой непосредственно опять. Категория другая гражданская техника. Локомотивы. Там вот, судя по всему, делают это, наверное, прогревочная установка какая-то для разгромов. Вот. Там вот локомотивы. Тут уже две рамы представлены. Вот эта работа, это, если не ошибаюсь, в фильме Лига наций, по-моему, назывался. Был подобный автомобиль, мелькает. То есть вот диорама с буханкой. Масло. Диорама с кразом. Кокпит F-104. 12 масштаб. Какие-то деревянные постройки каких-то зданий. Наверное, что-то венгерские какие-то постройки. Вот это 25-й. Ну, только в 25-м у нас обычно бумага. Ну, смотрится просто бомбически. Скажем так, вживую смотришь и даже не верится, что это бумага. Шар 2C. Он просто огромен. Просто огромный. То есть, ну, на фоне руки можно поднести, то есть впечатляет. То есть тут уже игровая, наверное, миниатюра. Сейчас тут у нас фэнтези пойдут работы. Ну вот, орки у нас. Это Вархаммер, орки. Красный, значит, быстрый. Не важно, что он быстрый, главное, что орк в это верит. Такая вот интересная у них техника. Звездных войн, Дюна, Некроманчеры, мир Вархаммера, борьба, наверное, ангела, дьявола. Назад в будущее. Слетает. Звездных войн. Гундам представлен гундамскими роботами. У меня такой собранный лежит. Еще никак не дойдет дело под красочные работы. Может проникнуть, все-таки когда-нибудь возьмусь. Миллениум. Миллениум. Интересная работа. Тут уже
начинается категория мастеров. Excuse me? Excuse me, можно? Iron Maiden. Гражданка представлена. Гражданки, кстати, особо мало представлено. Практически нету. Авиация, МиГ-29, 702 масштаб. Это у нас, как я понимаю, 72 масштаб. Работает мастеров. Интересная платформа на базе 34-ки. Кран интересный. Это у нас забыл. Что за танк? Вот это мне понравилась работа. Диорама. Разбитая трешка и четверка. Такой вот разбитые залежи. Остатки данного танка, может каких-то еще других танков. Все это в куче. Очень живо смотрится, интересно. Камера полную картину всю не передает, но очень так впечатляет. Такая вот диорамка. Интересно. Очень вот, наверное, улочки Италии, узкие, маленькие. Застрявший танк. Диорамка. Бюсты. Напомню, что это категория мастеров, то есть это уже авторы высокого уровня. И вот тут сразу автоглянец, конечно, очень сильно впечатляет на фоне, скажем так, работ более простых авторов. Здесь в рисованном стиле представлено. Здесь, конечно, видно уже, что мастера, скорее всего, уже лаки используются автомобильные, потому что на самом деле они блестят очень сильно. Тракторчик в 72 масштабе. Малыш такой вот сафари. Очень понравилась мне вот эта работа. Не, в принципе, тут все в автоглянце очень так впечатляют. У них, особенно в начале, тут не пробиться было работ к этим работам. Очень много, скажем так, интересных вызывало идей. BMW. Тут у нас диорамы идут. Это интересная диорама. Вот заброшенное какое-то здание, то ли теплица, то ли сарай, что-то такое вот заброшка. Здесь очень интересно смотрится. Это из Вархаммера. Какая-то ракетная установка. Здесь видно что-то начатое, либо незавершенное, либо
так и оставлено. Скорее всего, что больше похоже на что-то, наверное, не завершенку какую-то там. Вот эта работа потрясающая, просто под большим впечатлением у меня. Это вот из вселенной Дюны, последние вот эти все экранизации фильмов, это выполнено вживую и смотрится просто классно. То есть зубы, вот эти червя, просто что-то невероятное. То есть просто великолепная работа. Автор большой молодец. Великолепно. Вот интересно, смотри, машина какая-то, это видно явно какое-то разминирование. Видимо, это еще в процессе. Вот из вселенной вот Ив, что-то такая вот интересная подставка. Срез дерева такой лакированный. Это вот что-то такое необычная такая установка. И, судя по описанию, набор трумпетров, вертикала, топлом, что-то непонятное, возможно, какая-то смола. Рюкзак охотника за привидениями, если такие нарисуются здесь. Продолжается работа мастеров. Тут сейчас фотосъемка какая-то идет. Вот непосредственно работа, которую видно на брошюрах. Вот это 130-й бульдозер. Конечно, работа обалденная. Смотрится просто очень здорово. Живо. То есть такое вот очень впечатляющая работа. То есть все так очень гармонично, естественно, то есть по-настоящему. Шторки. Потом для себя, конечно, сниму такое еще более подробно. 34. Или нет, Штурм Тигр. Браво. Мустанг 51. У меня такой же лежит на покрасочных, непосредственно уже окрашенными в основной металлик, но так работает зависит от них. Бюсты идут. Королевский тигр. Снова тигры. И Формула-1. Болит обалденный. Смотрится, конечно, очень круто. Шикарная работа. Так, еще немцы. Тут, наверное, один автор, потому что такие вот подставки, скажем так, похожие немецкие. И вот здесь работы. Десятый. Дамовский робот. Большой масштаб, это, наверное, нет, написано 144. Что-то более крупного, значит. Фердинанд. И вот работы Константина Пономарева. Вот ими мы тогда завершим показ выставочной части. То, что Костя привез. И банановый Шерман. Такого малыша ты так далеко поставишь.
кстати, Константину там в центре сидит. Общую панораму снимем. Сама непосредственно выставка. Скоро будет, наверное, уже приближаться к завершению. Дальше будет уже непосредственно завершение, вручение наград. А наша дорога будет начинаться по-новому. Только уже путешествие обратно домой, в Беларусь. Вот такая вот выставка. Очень рад был посетить, посмотреть, проникнуться всем вот этим происходящим. Скоро у нас выставка будет в Бресте 26 октября, начало. В течение недели будут выставляться работы. А в конце вторых выходных уже будет тоже судейская оценочная часть. Будет интересно посмотреть, сравнить опыт проведения в Европе и у нас. Всем спасибо, всем пока. Итак, небольшой бонус. Так как уже судьи вернули все работы, то я отсниму непосредственно отдельно еще бронетехнику. Вот эта работа в 16 масштабе. Классная работа. Вживую она смотрится намного лучше, чем передает камера. Вот тоже у нас МК-1. Тоже хорошая работа. Кельцер. Фама, конечно, трактировочки наши все. Доработан двигатель, все классно сделано. Танки. Шерман. КВшка первая. Т-90. Вот эта работа тоже была на судействе. Там Леопард находится. Шерман. И непосредственно мой дружочек. Вот такая вот небольшой бонус по бронетехнике. Все, пока всем.